Здравствуйте! В Эквадоре 18 марта, в субботу, произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки залегали на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 80 километров южнее Гуаякиля, второго по величине города Эквадора. По информации BNO News, землетрясение произошло в 12:12 по местному времени. Толчки ощущались по всему региону и в соседнем Перу. В 12:22 зафиксировали второй толчок, однако он был более слабый, магнитудой менее 4,8. Тихоокеанский центр предупреждения цунами заявил, что угрозы цунами нет. Согласно компьютерным моделям геологической службы США, землетрясение могли ощутить до 13,5 миллионов людей, в том числе 5 миллионов ощутили подземные толчки как сильные или очень сильные. Коммуникационное агентство президента США сообщило, что во время землетрясения погибли 14 человек, еще более 380 получили ранения, в основном в провинции Эль-Оро. Агентство также отметило, что по меньшей мере 44 дома были разрушены, еще 90 повреждены. Также пострадали около 50 учебных зданий и более 30 медицинских центров. Большинство дорог были заблокированы оползнями, вызванными землетрясениями. Аэропорт Санта-Роза получил незначительные повреждения и продолжает работать. Секретариат управления рисками Эквадора заявил, что один человек погиб в провинции Асуя, когда стена упала на его автомобиль. Государственная нефтяная компания Петроэквадор эвакуировала и приостановила деятельность на нескольких объектах, но не сообщила об убытках, сообщает агентство. По данным Института геофизики Эквадора, за первоначальным землетрясением произошло два более слабых афтершока. Власти Перу заявили, что катаклизм ощущался в северном регионе страны, но не было никаких сообщений о пострадавших людях или повреждениях зданий. Тем временем, на африканском континенте циклон Фредди наконец-то рассеялся. Если верить ученым, на которых ссылается ТАСС, сформировался циклон в Индийском океане к северо-западу от Австралии и просуществовал 38 дней. Он стал самым продолжительным циклоном за все время наблюдений за ними в этой части планеты. Максимальная скорость ветра в эпицентре циклона достигала 62 метров в секунду. Проделанный путь протяженностью более 8000 километров циклон затронул Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик. Только в одном Малави погибли 360 человек. И эта цифра, по всей видимости, будет только возрастать, поскольку спасатели все дальше продвигаются вглубь страны. По свидетельству Аль-Чезера, десятки тысяч малавийцев остались без крова над головой, и около 345 тысяч человек пострадали от ливневых дождей, наводнений и оползней. Ураганный ветер и дожди разрушили линии электропередач, тысячи домов и построек, и пока трудно посчитать, какой материальный ущерб нанесен стране. По всей видимости, это несколько миллиардов долларов. Президент страны объявил 14-дневный национальный траур. Как сообщил президент Мозамбика, в стране погибло по меньшей мере 67 человек, еще 50 тысяч остались без жилья. По предварительным данным, 17 человек погибли в островном государстве Мадагаскар. Ситуация усугубляется тем, что в Юго-Восточной Африке еще до урагана наблюдались вспышки холеры. В Мозамбике и Малави власти опасаются, что продолжающееся наводнение может способствовать распространению опасного заболевания, которое передается через воду. В ООН пока не решили, чем конкретно помочь африканцам. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше новостей происходящего в мире, вы можете подписаться на карманный источник новостей. Также вы можете поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы помочь нам в развитии канала. До новых встреч!